Exciting Russia. Adventures begin. В 2008 году на территории парка имени Кирова в городе Ижевске открылся Государственный зоологический парк Удмуртии. Он разместился на живописном берегу Ижевского пруда, в центре города на холме. Экспозиция зоопарка разделена на несколько географических зон: Дальний Восток, Белый Север, Наша тайга, Удмуртская деревня. Чтобы лучше ориентироваться на территории зоопарка, стоит воспользоваться планом осмотра экспозиции на входе. И свой рассказ о зоопарке Удмуртии мы бы хотели начать с Белого Севера. В бассейнах вольеров Белого Севера обитают морские котики и моржи. Здесь они настоящие артисты и почти каждый день принимают участие в импровизированных представлениях. Вдали от посетителей спят белые медведи. Самец был найден военными на острове Новая Земля, где он вместе с сестрой остались без матери. В прошлом году от другой пары здесь родились два медвежонка. Вскоре мама медвежат заболела, и сотрудникам зоопарка пришлось долго их учить плавать, гулять и самостоятельно есть. Напротив живут корсаки, одни из ближайших родственников лисицы обыкновенной. Их короткую и острую мордочку украшают большие заостренные уши. В 2010 году в Ижевском зоопарке произошло очередное значимое событие – открытие павильона «Страна обезьян». Здесь живут теплолюбивые приматы. Летом при температуре выше 20-25 градусов их выпускают в открытые вольеры. Сегодня павильон притягивает огромное количество посетителей. Вот у стены лежит шимпанзе Яша. Рядом за трапезой мы застали хохлатых мангобеев. Мангобеи – одни из самых миролюбивых обезьян. Игривы, быстро привыкают к человеку и, похоже, неравнодушны к фототехнике. Напротив, по сетке ползают краснорукие тамарины. Своими делами занят черношапочный гиббон. Самые маленькие обезьянки, саймери, особенно нравятся детям за их неугомонный нрав. Есть в зоопарке приматы, которые не хотят сидеть в вольерах. Например, орангутан Рон. Сотрудники зоопарка дают ему различные тряпки, чтобы он ими укрывался. От страны обезьян мы переходим к пернатым. В больших купольных вольерах живут крупные птицы – грифы, орлы, орланы. Здесь живет пара белоплечих орланов. Птица редкая, водится только в России и изредка встречается в Японии и Китае. Популяция орланов снижается, так как птицы живут на побережьях, а человек очень активно вылавливает их основную пищу – рыбу. Чуть дальше нам встречаются единственные обезьяны, которые могут в любую погоду сидеть на улице – японские макаки.
В естественной среде обитания они греются у горячих источников. Пройдя по мосту, мы оказываемся на территории пруда, где живут лебеди, утки, гуси, розовые фламинго и журавли. Был курьезный случай, когда фламинго летели из Африки в Казахстан и разлетелись по всей России. Осенью несколько обессиленных фламинго были найдены местными жителями и переданы в зоопарк. Рядом с прудом можно посмотреть на показательное кормление пеликанов. На каждую особь приходится около 2 килограммов рыбы. Они не жуют? Дальше мы попадаем в маленький уголок удмуртской деревни. Вначале здесь были поселены только типичные домашние животные, но затем к ним добавились и экзотические. По загону вместе с козами гуляет альпака. Выращивают альпак для шерсти, из которой делают теплое одеяло, пледы и одежду. На полянке пасутся зебу, а под навесом прячутся мини-лошади. В отличие от пони, которые также отличаются низкорослостью, мини-лошади имеют пропорциональную корпусу длину конечностей. Чуть дальше по вольеру по очереди с бурым гуляет гималайский медведь. Перед его прогулкой сотрудники зоопарка прячут еду, чтобы медведь в течение дня ее искал. Зоопарк должен быть интересным не только людям, но и животным. За порядок среди посетителей отвечает невозмутимый белый лев. У любого вольера есть таблички с описанием на 3 языках – русском, английском и удмуртском. Пока мы ходили по зоопарку, издалека были слышны крики павлинов. В Индии существует поверье, что павлины своими криками призывают дождь. Пока одни животные готовятся ко сну, а другие уже крепко спят, на дело выходят настоящие мастера своего дела – еноты-полоскуны. Хотя и ходят они на 4 лапах, их передние конечности сродни нашим, человеческим рукам, и могут захватывать любые предметы, а также пищу, удерживать их и мыть. А тем временем все посетители собрались у вольера с моржами посмотреть на представление. В нем участвуют 2 тихоокеанских и 1 атлантический морж. Атлантического моржа привезли из дикой природы, с полуострова Ямал. Морж отбился от стада и вышел к людям. Люди не знали, что с ним делать, и начали обзванивать зоопарки. С трудом, получив все разрешения, моржа привезли в Ижевский зоопарк.
Последняя зона экспозиции рассказывает о животных и птицах Дальнего Востока и тайги. Начинается она с совиных. В следующем вольере можно понаблюдать за жизнью кошачьих – рысью и сервалом. Далее следует маленький уголок фазанов. Здесь представлены королевские, синие, алмазные фазаны. Все они относятся к единому отряду курообразных. Самца и самку называют курицей и петухом. Напротив расположены самые крупные вольеры в зоопарке для тигров и леопарда. Попробуйте найти в этом вольере дальневосточного леопарда. Задача не из простых. Многие посетители проходят мимо, думая, что леопард спит в домике. На самом деле он лежит справа, около входа. При хорошей погоде тигры прячутся в тени. Вот как тот амурский тигр, к сожалению, редчайший и занесенный в Красную книгу. А вот стая черных волков, их родина – Канада. Около них живут арктические волки. Волк – это символ неразлучной семейной жизни, преданности и верности, постоянной заботы и внимания друг о друге. Потерявший пару волк больше никогда не заводит нового партнера. Не случайно символом зоопарка стал бронзовый волк. Осталось ответить на вопрос, когда лучше всего посещать зоопарк. В любой сезон можно прийти в зоопарк и увидеть его местных обитателей с их необычным поведением. Весной и летом, как животные ухаживают за своим потомством, осенью, как они начинают готовиться к зиме, а зимой – потрясающие меховые наряды. В жаркие летние дни лучше приходить с утра или ближе к вечеру. В зоопарке постоянно проводятся мастер-классы для детей – лепка, аппликация, рисование. Работает школа верховой езды, а по субботам устраиваются праздники. Загадав желание у статуи волка, мы отправились под ливнем домой. Похоже, павлинам удалось вызвать дождь.